Ян Элис – ученый-орнитолог, посвятивший свою жизнь изучению птиц, но он также отлично разбирается и в других видах животных. Например, он знает, что коровы – создания любопытные и внимательные, они часто замечают то, что может остаться незамеченным другими. Именно это их качество стало началом удивительной истории, которая произошла на окраине Фрамптонских болот в британском Линкольншире, где Ян в тот день наблюдал за птицами. Тихое утро прервалось, когда внимание ученого привлекла большая группа коров, окруживших что-то в грязи. Они стояли плотно, наклоняли головы и явно были чем-то заинтригованы. Ян решил, что существо, к которому они проявляют столько интереса, вполне может оказаться тюленем. Все-таки болота впадают в самое устье реки, которая через несколько километров сливается с морем. Он подумал, что, вероятно, тюлень просто выбрался на сушу отдохнуть и, не видя повода вмешиваться, продолжил свои наблюдения. Однако спустя несколько минут он понял, что ситуация гораздо сложнее. Коровы не стали бы так долго изучать обычного тюленя, подумал Ян. Он взял бинокль и настроил фокус на место, где собрались животные. То, что он увидел, заставило его действовать. Это был совсем крошечный тюлененок. Судя по всему, малыш оказался в реке во время прилива, его занесло на болото, а когда вода отступила, он остался в ловушке, застряв в густой и липкой грязи. С его маленькими ластами выбраться оттуда самостоятельно было невозможно. Ян немедленно связался с местной службой спасения дикой природы. Спасатели приехали оперативно и, осторожно освободив малыша из грязи, доставили его в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что тюлененок был совсем новорожденным, ему было не больше 5 дней от роду. Он уже сильно ослаб от голода и обезвоживания, а его тело покрывали ушибы и ссадины. Врачи подтвердили, что без вмешательства человека малыш не имел бы никаких шансов на выживание. К тому же у бедняжки обнаружили легочную инфекцию, которая могла быстро обостриться. В клинике начали срочное лечение, тюлененку назначили курс антибиотиков, обработали раны и стали кормить специальной высококалорийной смесью, которая по составу максимально напоминала молоко его матери. Несмотря на все тяготы, малыш проявлял удивительное доверие к людям. Он терпеливо переносил все процедуры и даже не пытался сопротивляться или укусить кого-то из врачей, чем покорил всех в клинике. Чтобы тюлененок не чувствовал себя одиноким, его поселили в одном вольере с другим спасенным ластоногим, Чарли, который прибыл в клинику всего несколькими днями ранее. Вдвоем они быстро подружились и стали неразлучны, вместе проходя курс реабилитации. Малыши быстро росли, набирали вес и крепли, благодаря чему их шансы на возвращение в естественную среду увеличивались с каждым днем. Через несколько месяцев настал долгожданный день. Подросших и окрепших тюленей выпустили в океан. Сотрудники клиники открыли клетки, и оба малыша, поползав немного по песку, устремились к воде. Их возвращение к родной стихии стало трогательным моментом для всех, кто за ними ухаживал. Тюлени даже не остановились, чтобы оглянуться или помахать ластами коровам, которые когда-то спасли одного из них, но никто на них не обиделся, такова жизнь диких животных. История маленького тюлененка стала примером того, как чуткость, внимание и немного доброты могут спасти жизнь. Даже такие неожиданные герои, как коровы, сыграли в ней важную роль. Ведь если бы не их любопытство, Ян мог бы просто пройти мимо, и этой истории со счастливым концом могло бы не быть.